Привет, у нас новый влог очередной. Я в этом месяце много влоглю. Значит, в Англии Bank Holiday, это длинные выходные. И мы с Костей едем в роуд-трип. Вот, мы выехали, сейчас сегодня пятница, вечер. Мы очень удачно выехали, мы успели до того, как весь Лондон уехал. И были не сильные пробки. И сегодня наша первая, в общем, пункт назначения — это Лестер. Это город моей молодости, куда я приехала из Таллина, где я училась в университете. И вот я решила, что Косте обязательно нужно посмотреть до того, как мы поженимся, где прошли лучшие годы моей жизни. Да, Костя? Да, я уже не уверен. Ну вот, так что мы поедем, мы уже недалеко от Лестера. Так что покажу вам город, где я училась. Мы доехали. Лестер нас встречает своей типичной погодой, дождем и туманом. Вот, мы в такой части Лестера, где я никогда не была, когда училась. Это какой-то бизнес-район. Мы останавливаемся в Мэриоте, поскольку у Кости тут есть пунктики, membership и так далее. Сейчас мы положим вещи и поедем кататься по городу и покушаем в ресторане, в котором я когда-то работала в студенческие годы. Так что полностью окунуться в прошлое. Вот так выглядит отель внутри. Довольно красиво. Вот наша комната. Смотрите, какая у нас пафосная комната. Это Лестер. Это вам не хухры-мухры. Вот, смотрите, даже. Да. О, ничего себе, да. Have a lovely day. Так, вот видите, какой сервис. Такого сервиса мало где есть. Ой, сейчас. И банк. Вот, банк. Я съем шоколад. Да, мне нельзя. Деньги сыпятся с небес, тебе нравится. Помоги мне прямо сейчас от них избавиться. Это самый грязный движ, будто пятница. Мы приехали к зданию университета. Сейчас мы пойдем показывать Косте. Да, Университет вот здесь. Сейчас мы пройдем. Будет остановка моя, куда я приезжала на автобусе. На первом курсе я жила далеко, в таких студенческом общежитии. И ездили на таком автобусе, который очень редко ходил. И надо было вот сюда приезжать, на станцию. За мной О2 Академия, где происходили все такие злачные тусы. Вот. И там же здание, где находится Student Union. Видите, for those girls who are watching me, like Leicester girls, Green Block ladies, look what they have here. They didn't have that before. And they're investing 500 million into the Student Union building, so we missed out. But look, it's very nice. It's like you can sit outside, but it's never good weather. Edible campus. Oh, edible campus. Thyme. Прикольно. Реально sage. Вот, мы сейчас подходим, это вот у нас Attenborough Building, вот это высокое. Сейчас мы подходим к зданию нашей очень красивой библиотеки. Там двигаются полки. Это самая большая достопримечательность. Двигаются полки. Да, они так можно задвинуть кого-то между полками. Ты, кстати, Я тут в библиотеке, у меня прям такая ностальгия. Тут вот кафе, где все ели. Вот. Ну, я не могу, конечно, зайти вовнутрь, но все равно покажу здание. Вот. Сейчас посмотрим. С Костей обсуждаем, что когда учишься в университете, но не в Лондоне, а где-то в Англии, Костя учился в Лидсе, я в Лестере, самое важное, что у вас есть, это бас-пас. Да. И если вы потеряли бас-пас проездной на автобус, то как бы это вообще... Это так, как... нет, а народ еще страховку на него брал, чтобы я если не брала. потеряешь, и тогда там типа, так он стоил, не знаю, там 180 фунтов на 3 месяца, и за, не знаю, Да. 35-40 дополнительных можно взять страховку. Если вдруг ты... Я один раз потеряла, боже, потеряешь. была такая трагедия, просто неимоверного
масштаба. Да, и в первый, ну, когда я только приехала в университет, мы все в этом вот здании, в которое мы сейчас попробуем зайти, Student Union, стояли там. Там вообще все можно было получить. И проездной, и всякие билеты на тусовки, на Freshers Week. Нам выдавали такой браслет, и ты мог везде проходить. Вот. Закрыт Student Union, но можно вот так посмотреть. Ничего там не поменялось. Так, наше следующее место это вот More Restaurant. Это ресторан, где я работала. Шошка работала. Да, 2 года. 2-й, 3-й курс. Работала официанткой. И сейчас мы пойдем посмотрим, насколько ужасная там еда. Но мне казалось, что там очень вкусно. Вот отсюда мы заходили. Здесь служебный вход. Сейчас я вам покажу. Нам, кстати, в другую сторону. Ну ладно. А, да? Нам в другую Но сторону. можно оттуда пройти. Вот служебный вход. Ну, пойдем отсюда. Сейчас посмотрим. Это такое, называется World Buffet. Там самообслуживание, и там разные кухни. Кухни всего мира. Я в этом ресторане, такое странное чувство, я просто не могу. Мне прямо очень... Там сидит, кстати, владелец и его жена, но я не буду к ним подходить. Вот. Ну, в общем, здесь ничего не поменялось. Такой же ужасный сервис, как когда работала я. Но, да, я надеюсь, что официанты немножко лучше, чем я, иначе это... Но вроде теперь напитки заказывают около бара, так что я думаю, что мы избавлены. Вот. Сейчас покажу вам все здесь. Здесь вот такая система, что здесь все работает вот так. Ты открываешь, набираешь, все готовится вот здесь, вживую. Это как такой live cooking experience. И тут довольно вкусно, и мне кажется, особо не поменялось с того времени, что я работаю. У меня такое королевское обслуживание. Мне даже нам принесли вот специальное блюдо для нас сделанное. Лучшая песня в мире. Ужасно. Ничего тут не поменялось с момента, когда я работала. Даже песня та же. Ко мне подошли владельцы, узнали меня, сказали, что я точно так же выгляжу, как в университете. Очень приятно. Предложили нам напитки бесплатно. Ну, в общем, короче, меня встретили хорошо. Так что я довольна. Так, у меня произошло перевоплощение. Это совет всем тем, кто путешествует на север, возить в багажнике теплую куртку и шарф. Потому что погода, как будто тут зима. Ну нет, на самом деле... Или не боятся холода. Да, 14 градусов, так что не все так плохо, но на всякий случай. Вот мы в самом центре Лестера. Это тут главная такая шоппинг хай-стрит. Мы сейчас подходим к нашей Clock Tower. Я даже переверну. Вот, Clock Tower. Костя, как тебе город? Отличный. Прикольный городок. Мы посмотрели, квартиры стоят 120 тысяч, двухкомнатная. Ну, в смысле, two bedroom. Так что, если кто желает, можете переезжать в Лестер. Бюджетно. Я тут у фонтана. Оказывается, Лестер довольно красивый город. Я просто как-то забыла. И еще поняла такую вещь, что когда я здесь училась, я совершенно не ходила ни по каким там ресторанам, клубам, барам, местам, ну, таким, которые ходят, например, туристы. Потому что, во-первых, мы жили, ну, экономно, так скажем, и ходили на всякие разные тусовки при университете, в несколько клубов. И в основном у нас вся такая социальная жизнь проходила дома. А тут вот даже очень симпатично, я бы сказала, и открылось очень-очень много красивых мест, таких классных, хипстерских барчиков, ресторанов. Да, так что, как бы, город приятный, как туристический, я бы сказала. Мы уже вернулись в отель. Наш первый день путешествия подошел к концу. Завтра мы продолжим наше путешествие дальше на север. Мы поедем в Peak District. Я там никогда еще не была. И завтра вам все расскажу.